Сегодня у нас 28 сентября, вечер, погода тихая, спокойная. Сегодня целый день было солнце, и я решил сегодня на вечер собрать яблочки Golden Delicious. Вот это первая яблоня, которую я буду обрывать. И хотя я покупал эту яблоню как Golden Delicious, но я почему-то думаю, что это какой-то клон Голдена. Потому что у родителей Golden Delicious есть, и на это время яблоки, если попробовать, то они полностью такие сладкие. Ну а эти яблоки на это время имеют какую-то кислинку. Так что берем аккуратно яблочки, поднимаем немножко вверх. Возле вот этого места отлома можно немножко пальчиком придерживать. И слаживаем это все аккуратно в ведерко. Можно, конечно, у меня яблок немного, оборвать все это за один раз. Но я хочу растянуть удовольствие хоть на несколько раз, так скажем. На этом дереве вот за 2 недели я оборвал несколько штук. Начинали гнить прямо на дереве. Я уже в августе месяце обработки не проводил. И есть вот какие-то такие точки. Красивые яблочки. Первый такой большой урожай. В прошлом году здесь было около 10 штук. А в этом году вот сейчас посмотрим, сколько я оборву. И хоть в других видео я показывал эту яблоню, я уже говорил, что немножко пожалел и оставил здесь больше, чем надо. Поэтому яблочки получились некоторые вот такие маленькие. Аккуратно, потому что здесь плодушка, чтобы не сломать. Вот эти яблочки надо будет все это перебрать и сложить их где-то отдельно, потому что в первую очередь они могут начать портиться. И из-за них могут быть проблемы. В общем, может сгнить весь урожай. Еще несколько штук. Последняя, так скажем, веточка. И на этом, с этой яблоней в этом году мы заканчиваем. Яблонька у нас вот так стала чистая. Теперь она будет зиму отдыхать. Ну и сколько же вы думаете у меня получилось яблок? А у меня получилось почти целое ведро. Другая яблоня Golden у меня находится чуть дальше. Так получилось. Хотя, в принципе, нет никакой разницы. Даже, возможно, и лучше. Для более достойного опыления. Что она растет в другом месте. Ну, а здесь вот такая ситуация. Здесь чуть поменьше. И сейчас посмотрим, что у нас на этой яблоньке у нас будет. С этой яблони я буду собирать в другое ведро, чтобы посмотреть, какая разница. Здесь нормировка была чуть лучше и яблоки некоторые побольше. Да, сбор урожая — это самая лучшая работа. Ну, конечно, если у вас гектары сада, то думаю, что уже там удовольствие не такое. А когда это сад домашний, то понятное дело, начинает портиться.
Поэтому это яблочко можно взять домой и, например, сварить с него компот. Обрезать вот это все ненужное. И свежий компот, очень полезный. Там витамины, микроэлементы. На сегодняшний день это очень все нужно. Так, ну и два последних яблочки. Одно и второе. Так, ну что ж, эта яблонька тоже у нас пускай теперь отдыхает. На сегодня я заканчиваю это видео. Я получил небольшое удовольствие от этого сбора яблок. Получилось у меня, ну, вот такое количество, чуть меньше, чем 1,5 ведра. И, ну, в общем, я доволен, поскольку этим яблоням всего лишь по 4 года, то результат довольно-таки неплохой. И погода нас подкачала, и зимние морозы, но ничего, мы как-то восстановимся. На этом на сегодня у меня все. До следующих видео.